Уважаемые зрители, здравствуйте! У нас сегодня очередной выпуск нашей передачи. Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители. Мы рады вас приветствовать на нашем канале. С Риной посовещались и решили сделать выпуск о физической культуре, физической подготовке собак. Я много лет был в спорте, и мне понятны процессы, как любой физический организм готовится к определенным упражнениям, к определенной дисциплине, к соревнованиям. И, в общем-то, собаки ничем не отличаются. Такой же живой организм, костяк, мышцы, суставы, сухожилия. К сожалению, спортсмены, которые занимаются ринговыми видами спорта и не только, не уделяют этому внимания. И это сплошь и рядом. Почему-то мы считаем, что собака не нуждается в упражнениях, в разминке, в физической подготовке. Ирина уделила этому разделу немало времени. И у нее есть система, у нее есть уже подготовленные наработки по этому поводу. Я вот хочу передать слово Ирине, и она нам в подробностях объяснит и расскажет. Ирина, Да. слово тебе. Значит, я бы хотела сказать, что не только в ринговых спортах, не только в спорте нужна физическая подготовка, общая физическая, специальная физическая подготовка. Про лечебные физические комплексы я молчу уже, это реабилитация, это отдельная тема. Вот. Сегодня мы с вами поговорим так общее об этом, потому что, скажем так, вот тот семинар, который я разработала в свое время, он рассчитан на лекцию в 12 часов. Наш формат чисто физически это не позволяет. Обычно семинары, вот куда я езжу там один день читать, то там лекции рассчитаны на 4 часа лекции, 4 часа теория. Здесь нам каким-то образом надо уложиться в час, ну плюс-минус. Соответственно, мы будем говорить о каких-то базовых основных вещах, но, естественно, все мы не сможем сегодня объять. Вот. Итак, давайте начнем с самого начала. Вообще, кому же нужен спорт, кому же нужна физическая подготовка, фитнес, называйте как угодно. Скажу сразу всем. Вот так же, как и всем людям, надо ходить там, в зал или заниматься спортом. Неважно, в зале вы занимаетесь, бегаете, вы на улице вы этим занимаетесь дома. Но физические упражнения вам жизненно необходимы. Вот так же и собакам это важно. Притом это важно и щенку для развития, это важно и пожилой собаке для того, чтобы меньше стареть и продлить ей жизнь. Притом здоровую жизнь, полноценную жизнь. А собаки в спорте без этого, на мой взгляд, практически невозможно, потому что очень высокий травматизм. Вот, и мы как раз-таки плавно переходим к тому, что же решает фитнес, какие проблемы решает. Первое – это снижение травматизма, и это касается не только спортивных собак, но и обычных бытовых собак. Сколько раз вы, наверное, видели, что собачка выходит зимой на улице, подскользнулась, и дальше травму вы лечите там месяц, два, три и так далее. Вот. Спорт очень полезен для повышения уверенности в себе, особенно вот слабеньким собачкам, трусливым собачкам. Ощущение своего тела в пространстве дает как раз-таки непосредственно ту уверенность в себе. Ну и, конечно, как я уже сказала, это улучшение в спорте. Плюс ко всему это контакт с собакой, плюс ко всему это загрузка мозга. То есть даже если ваша собачка ничем не занимается, она просто сидит на диване, там вы с ней гуляете, любите и так далее, фитнес ей необходим для того, чтобы загрузить и мозг, и тело. То есть это очень важно. Дальше я хочу сказать, что прежде чем вообще заняться фитнесом, вы должны определиться, в каком направлении вы будете двигаться, что же вы будете развивать, потому что есть исключающие вещи. То есть направление тренировок, это, ну вот здесь представлено треугольником, на самом деле там гораздо больше углов, но вот основные их три. Это выносливость, это скорость, это сила. Чтобы было понятно, план тренировок для марафонца, для спринтера или для
пауэрлифтинг, спортсмены, которые занимаются пауэрлифтингом, они будут абсолютно разные планы тренировок, абсолютно разные упражнения, притом взаимоисключающие. Если вы будете марафонцев готовить как спортсмены из пауэрлифтинга, он не получит результатов никогда. Или как спортсмены там спринта. И наоборот. То есть вот здесь вы вначале должны определиться, в каком направлении вы двигаетесь. Дальше, чтобы было понятно, значит, сила – это всегда работа, упражнения с сопротивлением, с резинками. Они у нас как раз-таки накачивают тело. Выносливость – это бег, это плавание, это даже прогулки, вот длительные прогулки, там 2-3-часовые, это тоже выносливость. Кардио все. Естественно, естественно, это все кардио. Ну и скоростные, в основном это надо аджилитистам, ну и забиденс, вот я бы, наверное, рекомендовала спортсменам, но аджилитистам это просто как воздух надо. Это взрывные короткие нагрузки, это обязательно маневрирование для того, чтобы научить животное управлять своим телом на скорости. То есть правильно приземляться, тут же отталкиваться, правильно огибать и при этом не травмировать. То есть для этого есть прям отдельные упражнения. Вообще, что же мы качаем? То есть вот в собаке, если можно так выразиться. Да-да. Значит, вообще на семинаре там у меня разделено все четко, то есть у меня есть упражнения для передней конечности, у меня есть упражнения для задней конечности отдельно, то есть вот что нам надо развить. У меня есть упражнения там для шеи, челюстей, это если направленные для защитных собак, то есть это очень важно. Вот. Есть упражнения для мышц кора, для мышц пресса, очень важные, кстати, упражнения для мышц пресса, потому что при проработке хорошей проработки пресса вы снимаете нагрузку, большую нагрузку, вы снимаете с поясницы, это самое слабое место у собак, ну и вообще у людей, кстати, тоже. То есть основные массы межпозвоночных грыж, они там. Ну так координация движения – это работа с балансом, то есть все, что связано с балансировочными, это с поверхностями, это работа со статикой, это квалетти, и это тренировка, конечно, осевых мышц. Вот частично мы сегодня будем разбираться с… Мы пойдем, ты именно разобьешь по аспектам, да? Вот. Да, 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 конечно, конечно, обязательно. Вот. Также вообще существуют специальные навыки, и обязательно мы сегодня с вами Мгм. поговорим о не просто даже поддержанию здоровья, а то, чему обязательно надо уделять внимание, это заминка-разминка. Вот пассивную, активную растяжку мы сегодня говорить не будем, мы просто не успеем. А вот чем отличается разминка от заминки, мы обязательно поговорим. Есть вот такой момент, который я наблюдал довольно-таки часто, когда у нас был клуб, мы тренировались, у нас было немало собак, и в основном владельцы собак, которые приходили на занятия. Когда у нас был раздел защиты, никогда своих собак не разогревали. Собака выходила из машины, на нее одевалась шлейка или ошейник, и собака бежала кусаться. Травматизм был на грани фантастики. Неразмятая собака врезалась в фигуранта, кусалась. Вот. Были даже непонятные вещи, моменты, когда собака она отработала определенное упражнение с фигурантом, а потом вдруг непонятно начинала идти боком. Да, Да, вполне вдруг возможно. непонятно. Я Мгм. больше могу сказать, Андро, выступая на чемпионатах мира, ну, один-два спортсмена, кто разминает собаку. К Заминают сожалению. практически я не видела, чтобы кто-то за ним заминал. Хотя, казалось бы, Мгм. я сейчас говорю про мадьеринг, господа, то есть Да. я знаю абсолютно точно, что аджилитисты очень хорошо разминают собак, там, из обиденса тоже я знаю, что это уже пришло к вам. Я говорю сейчас про мадьеринг. То есть то, что Да-да-да. касается разминки, я практически не вижу.
как судья, когда я сужу, все равно же краем глаза ты смотришь, что происходит за полем. Опять же, я не вижу этой разминки. И мне очень печально, потому что травматизма достаточно много. Опять же, вы должны очень четко понимать, что разминая мышцы, да, вы разогреваете мышцы, бесспорно, но вы включаете мозг в работу. И это Мгм. определенный ритуал, который объясняет вашей собаке, помогает ей включиться в работу, то есть она четко знает, что она сейчас будет выходить, и будут вот те или иные действия. Вот, что она будет выступать, что ей надо включиться в вас, что ей надо вести себя подобным образом. Поэтому, да, работа с мышцами, но это работа с мышцами и с головой в том числе. Итак, пойдем дальше. Разминка. Ну, для начала вам надо разогреть собачку. То есть вот здесь представлено лонжирование, но если вы идете какое-то время там до места проведения соревнований, тренировки, и у вас собачка и так уже побегала, то это не обязательно. То есть если у вас нет места, если у меня нет возможности выбегать собачку, то даже на соревнованиях я спокойно могу пролонжировать ее, то есть попросить пробегать на рыси обязательно. И, кстати, обратите внимание, так как у меня собачка много ходит с левой стороны, то лонжирование она будет делать с правой стороны для того, чтобы ее сбалансировать все-таки. То есть она будет бегать. Дай лапу. Обязательно мне надо разогреть плечевой корпус. Можно выше, да, ты лапу тянешь? Можно выше. Здесь самое главное, чтобы собака тянула ее не в бок, чтобы собака тянула ее именно наверх по Мгм. прямой. То Мгм. есть не так, не так, Да, 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 а да, да, да. четко по прямой. Поклоны, мы разогреваем спину, мышцы кора. Сейчас отдельно скажу, в чем же разница заминки и разминки, потому что там будут те же самые упражнения. Скручивание. Опять достаточно 5-8 раз. Но мы обязательно должны учитывать температуру окружающей среды. То есть если на улице тепло, то это достаточно там и 5 раз. Если на улице холодно зимой, допустим, то, естественно, я буду разминать дольше собаку. То есть она у меня будет, наверное, в попоне, в теплой, для того, чтобы мышцы были теплые, будет ехать в теплой машине, естественно. Вот, и разогревать я ее буду гораздо дольше. Скручивание, естественно, мы делаем в обе стороны. Скручивание мы делаем к маклаку, к скакательному суставу, к плечу, для того, чтобы проработать не только спину, но и шею. Вот шею я прорабатываю также в подмышку, в левую, в правую и по центру. Я хочу сказать, что разминка напрямую зависит от того, какие группы мышц сейчас будут работать. Именно поэтому мы их разогреваем. Вот потянуть наверх для того, чтобы растянуть. Желательно, чтобы собачка встала прямо на пальчики, как балерина. Для того, чтобы разогреть и пальцы в том числе. Вот это такая общая разминка. Плюс движение, обязательно движение назад. Ну, шагов 20-40. И движение в бок, потому что здесь отводящие, приводящие мышцы, которые мы тоже должны разогреть для того, чтобы собачка не травмировалась. Ну, Естественно, чего, что... когда ты обучаешь собаку вот всем этим движениям, да, ты Мгм. же увеличиваешь ее арсенал. Конечно, Она конечно, начинает двигаться конечно. по-другому, И да. на тех же самых соревнованиях, когда идет конвой, идет там защита хозяина, моя собака легко умеет двигаться боком, задом, как угодно. Именно за счет того, что она это умеет делать. Нет. И она уже не обращает внимания, что у нее там под лапами, Мгм. а, там ступеньки, еще что-то. Она сосредоточена, она имеет возможность концентрироваться и управлять своим телом. Опять же, если я буду работать защиту, да, то сейчас, секундочку, то я обязательно разогрею и шею, и челюсти в том числе. У тебя жгутик в руках? Это жгутик в руках, я специально прошу собаку мотать головой для того, чтобы еще сильнее разогреть.
Я опускаю игрушку вниз для того, чтобы включить плечевой корпус, поднимаю наверх для того, чтобы собачка тянула и включились задние конечности, для того, чтобы разогрелась и вся спина. И плюс собакам действительно очень нравится подобная разминка. Ну, А теперь хочется, ну вот вроде бы ничего сложного, да, вроде бы все просто. А, и это занимает совсем немного времени, то есть это, ну, ну, 10-15. 10-15. Да, да, это М. максимум. То есть если я занимаюсь в зале, это может быть там и 5-7 минут, то есть если достаточно тепло. Вот, но это безопасность вашей собаки. Вот. И для того, чтобы... То есть это ваша ответственность. Собаке весь этот спорт не нужен. Я больше могу сказать, если я приезжаю на прогулку, и я знаю, что у меня собаки сейчас понесутся как ненормальные, а у меня малинуа, и они по-другому не передвигаются, особенно когда я приезжаю там в поля куда-то, то перед тем, как они побегут, я их немного разомну. Я разогрею мышцы для того, чтобы потом они могли носиться как угодно, и я не боялась, что какая-то мышца потянется. То есть я знаю, что они с теплыми мышцами уже уходят в галоп. Теперь очень хочется сказать, чем же отличается разминка от заминки. Потому что те же самые упражнения, но разминка мы разогреваем. Мы делаем все упражнения быстро. Мгм. То есть вот сделал поклон, выпрямился. Вот, согнулся, разогнулся, согнулся, разогнулся. Все это на скорости для того, чтобы разогреть мышцы, для того, чтобы усилить там кровообращение, для того, чтобы сделать их теплыми. А вот в заминке все Мгм. эти упражнения мы делаем медленно. Нам надо растянуть мышцы для того, чтобы мышцы расслабились. Это очень важно. Ни в коем случае не растягивайте мышцы до нагрузок, потому что мышца расслабится, собака ее нагрузит, ну или вы сами, допустим, в зале вы потянулись вначале, а потом пошли работать на тренажер, и случилась травма, и уже дальше мы долго-долго лечимся. Поэтому вначале быстро разогреваем, потом долго, медленно заминаем. Вот медленно это очень Растягиваю. важно здесь. Да. Ты здесь выдерживаешь фазу Да, 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 паузу, и прям прошу паузы. постоять Да. какое-то время. Мгм. То есть не просто собачка согнулась, а постояла, потянулась, растянула эти мышцы. Ну, достаточно 5-10 секунд, больше не надо. Также шею мы тянем. Ты используешь, что у тебя в руках? Таргет мне Таргет. нравится пользоваться, да, этим Это очень, инструментом. очень удобная вещь. Собака знает его, и почему бы нет? То есть мне как раз-таки очень удобно, чем с руками. Также мы наверх растягиваем. У нас на цыпочки приподнимается, Да, да? да, да, именно, именно. Мгм. Здесь еще важно, что я не помогаю ему руками, что он сам тянется. Я Мгм. могу помочь. Кстати, вот если вы видите, что собака может больше растянуться, можете слегка помочь рукой, потянуть дальше. Вот как сейчас ты сделала. Да, Ты да, взяла да. под локоть и чуть-чуть потянула на себя. Да, без фанатизма. Естественно, не надо там рвать мышцы. Также мы растягиваем задние лапы. Вообще задние конечности я сейчас покажу, как еще можно растянуть. Вот поклон, он встал и стоит в этой позе, чтобы растянуть. Можно использовать какую-то поверхность. Опять же, обязательно, это очень важно, чтобы задние конечности были ровно, параллельно друг другу.
отслеживаем. Вообще в фитнесе, насколько ровно собака стоит, очень важно. И сейчас мы об этом отдельно поговорим. Вот ушла лапка, значит, мы ее возвращаем и просим тянуться ровно. И также можно сделать более глубокий поклон за счет того, что задние конечности стоят на возвышенности. Можно растянуть и спину, и плечи очень сильно. Прям попросить собачку постоять. Задние конечности можно растянуть вот таким образом. Опять же мы отслеживаем, чтобы скакалки смотрели исключительно наверх. Вот, тогда это все будет растягиваться правильно. Вот насколько ровно собака стоит, это очень и очень важно. Да, конечно. Потому что если в той же самой статике у вас собачка или там на балансе будет стоять и закачиваться стоя криво, она также криво и закачается. И вы вместо пользы принесете больше вреда. Да, да. Итак, давайте же все-таки поговорим о координации. Координация – это все виды кавалетти, мы сейчас про них поговорим. Это все виды баланса, это статика. Ну и, конечно, шаги назад и в бок – это тоже про координацию. Я вообще стараюсь практически каждую тренировку, неважно, это, чем мы занимаемся, обязательно включать шаги назад и в бок, потому что обычно в жизни собака эти мышцы очень мало использует. Вот давайте посмотрим на кавалетти и поговорим, для чего какое нужно. Если мы говорим про первую, вот в верхнем углу, классические кавалетти, выставочные, мы его используем в том случае, когда нам надо сделать красивый вымах собаки, что передних, что задних конечностей. При этом это не важно, подготовка к выставке. Вообще я считаю, что выставочный тренинг, он очень помогает в фитнесе. То есть это самый лучший тренинг в фитнесе, потому что в стойке, когда собака стоит, статика, что вот вы набегиваете ее на кавалете, том же самом, это все очень полезно, очень полезно. Вы можете использовать кавалетти боковое, как по передним, так и по задним лапам. Вот в данном случае здесь использована лестница. И собака учится управлять своими конечностями, не просто конечностями, а поднять лапу, переставить и опустить, встать на нее, и также вот дальше передвигаться. На самом деле это достаточно сложно. Вот. Но я советую попробовать, как раз-таки мы сегодня будем разбирать вот все те упражнения, которые мы сегодня с вами разберем, практически вы ими не навредите собаке. То есть, конечно, Наоборот. Да. Что ты говоришь, Сандро? Я говорю, не навредите, а наоборот. Там навредить невозможно. Да, вот здесь навредить этими упражнениями невозможно, практически. Я еще раз говорю, потому что с дуру можно сделать все. Кавалетти очень часто спрашивают, какой высоты. Вот выше запястного сустава собаки поднимать кавалетти не надо, потому что смысл уже меняется. Вот. Но вот на высоту запястного сустава или ниже, в зависимости от подготовленности вашей собаки, да, можно. Здесь вы видите круговое кавалетти. Я его очень часто использую для собак, которые бачат. А бачат собаки, вот, то, про что ты как раз-таки сказал, что собака Да. вдруг пошла боком. А это Боком. значит, что шаг с левой стороны короче, чем шаг с правой стороны. Отсюда появляется вот это бочение. И исправить это можно как раз-таки кавалетти, когда вы просите собаку загнуться в другую сторону. То есть вы тот шаг, который у вас длинный, вы его делаете коротким. На круговом кавалетте по-другому невозможно идти. Вот. А тот, который короткий, вы его делаете длинным.
И хаотический кавалетти, я его очень люблю, я туда обычно еще кладу какие-то балансировочные поверхности, шуршащие поверхности, там бутылки, целлофан, еще что-то. Очень полезное упражнение для трусливых собак, для неуверенных собак, потому что как только собака начинает разбираться со своим телом в пространстве, как только она понимает, что куда бы она ни наступила, это будет безопасно, то это придает ей уверенность в себе. В зависимости от того, что мы хотим добиться, то есть какая цель у нас, мы можем использовать абсолютно разные кавалетти. Вот если мне надо собаку научить пользоваться всеми четырьмя лапами, а мы с вами прекрасно знаем, что от природы собаки, они переднеприводные, и полноприводными их делаем мы. Вот как раз-таки движение назад, движение боком учит этому. Ну и плюс кавалетти. Сейчас я покажу, какое. Вот такое кавалетти учит собачку пользоваться всеми четырьмя лапами. Я повторюсь, я в жизни никогда не буду использовать подобное кавалетти для собаки, которая выставляется. Я не буду это кавалетти использовать достаточно долго. То есть это просто объяснение собаке, что есть четыре лапы. Опять же, лестница учит собачку бежать правильно, не бочить. Угу. Шаги должны быть одинаковыми. Ну и вы видите, насколько собаке это нравится, потому что это прикольно. Но вот если вы посмотрите, как высоко он поднимает задние лапы, в природе собака никогда так задние лапы не поднимает. Не задирает, да, Да, конечно. да, да. И вот это как раз-таки ощущение своего тела в пространстве, ощущение каждой части своего тела в пространстве. Вот в качестве кавалетти можно использовать и такое, как вариант. Угу. А в качестве кавалетти вы можете использовать и матушку природу, завалы лесные. Мне очень нравится использовать вот природные кавалетти для молодых собак и для пожилых собак, когда я не совсем могу просчитать, какую нагрузку дать. Если я вижу, что у меня собака стала обходить деревья, а не перепрыгивать весело через них, значит, собачка устала. Значит, пора заканчивать эту прогулку. Ну, то есть собака здесь сама может регламентировать себе свои нагрузки. Вот это очень важно. Потому что с молодыми собаками, с пожилыми собаками здесь надо очень-очень быть аккуратными. Те, кто живут в условиях, где есть зимы, например, такая, как у нас в этом году, в 2006, вот, могут использовать бег по глубокому снегу. В идеале, если снег где-то от запястного сустава до локтя, очень важно отслеживать, чтобы собака не прыгала, а именно бежала. Это может быть рысь, это может быть... Давила бы снег перед собой. Да, 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 да. Потому что прыжки дают чрезмерную нагрузку на поясницу, и это может навредить. Поэтому, если вдруг у вас настолько глубокий снег, или собака решила, что, ну, бывает такое, я встречала, что собака решила, что скакать в снегу это круто, значит, просто берем на поводочек и делаем это медленно на поводочке, пока собака не привыкнет ходить, бегать по снегу. Переходим к статике. Вот статика, я обожаю заниматься статикой, вы можете делать статические упражнения, начиная с двухмесячного возраста, ну, естественно, там по чуть-чуть, потихонечку увеличивая. Если мы посмотрим на левую фотографию, ну вот опять же, это выставочный хендлинг, это вы можете использовать инструмент Happy Legs, всем известный выставочникам.
Значит, можно использовать что-то самодельное, как в данном случае. Обычно моя собака стоит там минута просто ровно, минута согнув голову в одну сторону, потом минута ровно, минута согнув голову в другую сторону, опять минута ровно. То есть в итоге 5 минут он стоит идеально ровно, анатомически ровно. Притом я прошу вас выставлять собаку в выставочную стойку. В большинстве случаев это и есть правильная анатомическая стойка. За исключением, конечно, немецких овчарок, вот когда там оттянута задняя лапа, нет, все должно быть параллельно. То есть левая сторона параллельно правой, задние параллельно передним, то есть все должно быть ровно, идеально ровно. Вот тогда вы закачаете абсолютно правильно. В статике можно сидеть и просить собачку, но опять же, она должна ровно сидеть. В статике можно лежать. И вы можете даже помочь собаке, вы можете ее выталкивать из позиции для того, чтобы почувствовать сопротивление тела. То есть можно и с этим работать. А вот на левой фотографии вы видите, ну это, наверное, крайняя мера, что называется. То есть собака, конечно, накачанная очень хорошо, и он может себе позволить лежать в статике, когда локти на весу. То есть, понятное дело, что дольше минуты я его не прошу так делать, но вот это тоже как шикарнейшее упражнение, которое прокачивает все мышцы, особенно глубокие мышцы. Оно очень полезно. Тут и брюшные мышцы задействованы. Все, и спины, Да. и там мышцы Мгм. кора, мышцы пресса, все, абсолютно все. Мне кажется, что даже мышцы головы и морды напрягаются для того, Да. чтобы удержать вот эту позицию. А, Также мы работаем с балансами, работаем очень много, работаем как статически на балансах, когда собака просто ловит себя. Также мы можем работать и какую-то динамику, просить собаку менять положение. Вот вы видите, насколько собачке непросто, в общем-то, это делать, потому что помимо обычного комплекса ей приходится постоянно себя держать, то есть свое тело. Баланс, да, удержать баланс, конечно. Конечно, конечно. По поводу баланса хочу сказать, с чего же начинать, потому что я очень часто слышу, вот, а с чего начинать работать на балансе. С маленьким щеночком я вообще начинаю с диванной подушки, Мгм. которая, ну, такая она лайтовая для него, и он просто пытается как бы осознать свое тело. После, когда все прекрасно получается, вы можете перейти на вот такие мягкие подушки, как вы видели сейчас. Но здесь Да. очень важно, чтобы собака целиком на нее помещалась. Вы можете использовать надувной матрас, просто подсдуть его чуть-чуть для того, чтобы собака именно балансировала. Не обязательно покупать сложные там а, сложные какие-то предметы, которые дорогие, снаряжение, вот, это все, не обязательно на это тратить деньги, то есть можно обойтись какими-то простыми вещами, которые есть у вас дома. Ну да, в быту что-то да найдется. Конечно. Да. Следующее по сложности – это жесткий баланс. Вот собаке на нем ловить свое тело намного сложнее, чем на мягком. Давай развернем эту тему, потому что это Ну, достаточно обязательно, конечно. важно. Конечно, сейчас мы вернемся к Вообще этому. изометрические упражнения, они сложны, но они очень важны. И не Они, только для собак. конечно, конечно, они очень важны. Плюс они вот почему-то а, люди не задумываются о том, что надо работать с мелкими глубокими мышцами, которые не используются при динамических таких упражнениях, но используются в статике. И вот если Элементарно, вот, элементарно, если взять у людей, я на секунду отвлекусь, боли в пояснице, вот человек говорит, у меня болит поясница. Что же это такое? Это в основном глубокие мышцы. конечно. И не Да. так давно мы Мы я проходили. Сандро, да, я подбирала Да, комплекс мы проходили. упражнений. Да. Да, это глубокие мышцы таза, там и еще чего-то, которые перекашивают наш стержень, ну, позвонок.
Да. смещают таз, и из-за этого начинается нагрузка на определенные мышцы и ущемление нерва, Ну, а также это мышцы стабилизатора. Вот как только мы начали с стабилизатора. тобой Да, работать с мышцами ясно. стабилизатора, у тебя все выровнялось. Вот, и Да, да, вот да. балансировочные все поверхности, они как раз-таки позволяют работать с этими мышцами То, что мы стабилизатора. не задействуем в нашей обыденной Да, жизни, эти мышцы не да. работают. Да, но Из-за для этого они материнга это просто как отрубляют. жизнь, потому что у нас А, может быть что угодно, где угодно, качающиеся, там еще какое-то неудобное, и собака должна уметь управлять своим телом. Вот смотрите, здесь собачка пытается вообще хоть как-то держаться. сообразить, как это Да. работает, и вот буквально там простояв минут 5-10, ну, естественно, с перерывами, она уже понимала, как ей владеть своим телом на этом сложном предмете. Собака молодая, это, да? Да, ему здесь где-то около года, М. плюс-минус. Вот давайте еще раз посмотрим, насколько вообще тяжело ему дается просто стоять. Он не знает, чего ему делать, как же балансировать. И вот только собака разобралась, но это, по-моему, второе уже занятие, это не первое занятие. Вот, когда он смог уже более-менее, Вот обратите внимание, он настолько координирует свои движения, что доска не двигается. да, да, Мгм. именно, именно. Следующее по сложности. Вы можете просить собаку на балансе делать какие-то сложные трюки, физически сложные. Вот в данном случае, там, если с зайки Ереме уже достаточно легко было сидеть, то вот на балансе это достаточно сложно. М. Вот эти балансы, они продаются в обычных спортивных магазинах. Да, да, это вот какие-то собачьи, какие-то специализированные собачьи, Людей, это, какие-то да, это же для не, людей не обычные. принципиально, да. Нет, абсолютно, они работают одинаково. Я говорю, И обычные они, зубные не, они направо. недорогие же, нет? Ну, в общем, да. В общем, да. Следующий по сложности, когда вы используете два балансировочных предмета, Не разные. а, разные, да, когда передние лапы стоят на одном балансировочном предмете, а задние на другом. Вот обратите внимание, насколько собаке сложно в поклоне удержать свою заднюю часть, то есть насколько сильно приходится ловить. Смешно, она у него задняя часть как парус начинает качаться. Да, да. Да, Но вот вправо и влево. как раз-таки это то упражнение, которое и помогает собаке прокачать все это. Конечно. Вот, казалось бы, ничего сложного, да? Но нет, это реально сложно, это Это именно непросто. сложно. Да, ну кажется, что легко. Но А, поскольку, если мы в пример возьмем Ерему, ну это факт, это живая собака, которая прошла через это все. Ему сейчас 12-й год. да, Собака приходит на тренировки. Ну, он как приходит на тренировки, дабы там помочь фигуранту научиться чему-то. как учитель, да, уже. Учитель, да. И просто, чтобы собаку держать в хорошем тонусе и форме, ему 12-й год. Собака в шикарной форме благодаря вот этим упражнениям, благодаря тренировкам. Ну, ты продолжаешь с ним заниматься, я Да, понимаю. да, фитнес у Конечно. Да, него, но 12-й год, и собака прошла через кошмар этого спорта. Ну, я говорю слово кошмар утрируя, но это правда кошмар. Это огромная нагрузка на ну, собаку. послушай, физкультура лечит, спорт калечит, и спорт Да, 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 лечит всех. Я не знаю ни да, одной собаки, ни одного спортсмена, да, профессионального спортсмена, кто остался бы без травм. Это действительно очень сложно. И да. Это, как говорится, расскажи мне, да? да, да, кстати, спортсмен, профессиональный спортсмен, Да. который как раз-таки знает про все эти травмы. А, что еще то, что касается координации? Движение назад. Это очень важно, потому что это владение своим телом. Очень важно, обратите внимание, чтобы собака
шла, поднимая задние лапы, чтобы она не шаркала ими по земле, а именно поднимала. Вот этого ты добиваешься с помощью кавалетти. Кавалетия, да, да, я расставляю, либо я прошу собаку пройти задом по лестнице. Мгм. Тоже очень хорошо подскажет собаке. Но у меня собаки умеют и давать, я знаю, что у многих так, умеют давать по отдельности задние лапы, то есть вот левую, правую и заднюю отдельно, я могу Так же, сказать, как и собачка переднюю, их... да? Вот как переднюю ты Да, можешь попросить. да, 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 я могу также попросить заднюю, и это опять же владение своим телом. Мгм. Потому что собака, как раз-таки, ты прекрасно об этом знаешь, свой зад практически не ощущает. Для них это вот что-то такое вот. Да, Это не да. мое. И нам надо Да, научиться правильно. часто можно наблюдать, когда собака смотрит назад и удивляется, что это сзади там торчит. Особенно молодые щенки там. Да, или куда-то там проваливается постоянно задними лапами. Это все оттуда же. Это не ощущение своих задних конечностей, Да. не владение ими. Также очень важно движение боком. Здесь важно, чтобы голова и морда шли одинаково. Вот сейчас он выровнялся более-менее. Вот. Это также помогает собаке хорошо владеть своим телом, развивает отводящие, приводящие мышцы, которые толком собака не использует в обычной жизни в спорте. Вернее, в спорте-то использует, но как раз-таки как, под таким давлением, под такой нагрузкой, что как раз-таки может возникнуть травматизм. Но именно так и происходит. Если этому не уделять внимания, то собака начинает травмироваться. Да, да. Да. И на самом деле, вот открою страшную тайну, я пошла в танцы, в HTM непосредственно, только потому, что мне было скучно с Еремой делать фитнес, просто так. А там много Мгм. движения боком, много движения задом, там поклоны, скручивания. И гораздо проще было там придумать танец хореографу и все это делать уже под музыку, и как бы мне веселее, не скучно. И собака работает, прорабатывает все это дело, но каждый день собачка должна это уметь делать. Еще хочу сказать про вроде бы простое упражнение, которое вы все делаете. Это обычное лежать-стоять. Вроде бы все просто, но работают практически все группы мышц. Только опять же надо помнить, что мы делаем это быстро, потому что мы качаем. То есть вот если мы просто сели на стул, а потом выпили чашку чая и встали, это не приседание. Приседание это сели, встали, сели, встали, сели, встали. Вот здесь то же самое. Получается, как отжимание, когда Да, делает да, человек. ну фактически да, только всеми четырьмя лапами. Да. Но у нас нет четырех лап. Так что. Ну, четыре-то конечности у нас все равно есть. Лап, да, ну не лапа, а немножко у нас разного функционала. Ну, Мы да. на передних мы не ходим. Да. Также из комплекса очень полезно для задних конечностей сидеть-стоять по задним лапам. Вот это те самые наши приседания, Сандро. Да, именно. Да. И ты делаешь достаточно это быстро. Это должно быть быстро. В Да, противном случае да. мышцы не включатся. И опять же, вот Ну, конечно. здесь вы видите там буквально 1-2 минуты, потому что, ну, я не буду снимать длинный ролик. Но у меня собака приседает таким образом там 20, 30, 50 раз. Да, То есть я могу да, сделать, да, я могу сделать там 2-3 подхода. Это так же, как и мы работаем в зале, один в один. да, именно. Именно. И вот мы с вами поговорили про комплекс по задним конечностям. Мне просто очень хотелось все-таки включить и комплекс по передним конечностям, хоть что-то самое простое, чем практически невозможно навредить. Это копание. Конечно.
Здесь работают все мышцы передних конечностей, начиная от кончиков пальцев и заканчивая лопатками. Да. Притом абсолютно неважно, как копает собака по очереди, или вот как здесь Ерема уже устал и начал мне предлагать, я буду копать одновременно двумя лапами. Мгм. Годится и так, и там все это работает. Что очень важно, мы копаем только безопасный мягкий грунт, мы не копаем камни, мы не копаем что-то там такое жесткое, дабы не Глину, да. навредить Да, собачке. да. Только это упражнение, оно как приносит пользу, так и вред для хозяевов. И из-за этого мне пришлось, я его использовал со всеми своими собаками, но и мне пришлось сделать им отдельную песочницу во дворе. Потому что не первая, но одна из собак, которой это очень нравилось, как только я его выпускал, она как крот перекопала весь двор. Да, я знаю, есть с этим проблемы, я Да. борюсь с этим чуть-чуть по-другому. Но я А, сделал песочницу, и они, то есть они знали, что там можно. Это, и вот там они это делали. у меня тоже есть песочница, не поверишь. Да. Значит, да, все знают, что в песочнице можно копать сколько угодно, любой А, глубины. а уничтожать ландшафт двора не нужно. Да, и плюс я научила собак, что за это упражнение будут платить. Мгм. И мои собаки говорят, что бесплатно работать они не хотят. Мы не будем, да. Да, Да. вот сейчас приди, мы тебе чуть-чуть покопаем, заплати нам, Ну вот, да. дай нам Они, что-нибудь хорошее, они у вкусное. тебя прямо как наемная рабсила, да? Да, да. И- да. Ну, надо пользоваться на самом деле этим, потому что тогда бесплатно копать совсем не хочется. Да. М. Опять же, я хочу сказать, что если вы видите, что ваша собачка перенапряглась на тренировке, не поленитесь, сделайте ей массаж вечером. Обычный массаж, то есть Да. правила массажа, мы сейчас не будем в это влезать. Это другая тема совершенно. Да. Абсолютно, да, но просто очень хочется отдельно сказать, мы массируем от головы к хвосту, от кончиков лап к телу, то есть вот это правило, которое соблюдаете, а дальше это может быть просто поглаживание, это может быть еще что-то, вы почувствуете, если вы чувствуете где-то горячее место, значит, скорее всего, там микротравма, там воспаление, проследите, чтобы на следующий день это место уже успокоилось. Если не успокоилось, если все оно горячее еще, то обратитесь к специалистам. Ну, в любом случае, фитнес безумно полезен. То есть вот мне очень жалко, что у нас передача такая короткая, и мы не можем там вместить туда все. Ну, мы не сможем. Это уже, если кого это заинтересует, это надо делать семинар. Это, как ты и сказала, это 12-15 часов. Да, да. Да, Вот. конечно. Но надеюсь, то, что мы сегодня показали, вы будете использовать для своих собак, и это принесет вашим собачкам только пользу. Сандро, вот я Мгм. хотела тебя спросить, да, ты спортсмен и в спорте Ну, с используют юности. Да, все, да, 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 и ты знаешь, что такое разминка, что такое заминка, а вот я будучи являюсь инструктором по огневой подготовке. У нас есть определенный регламент, которому агентство должно следовать. Сотрудники должны сдавать огневую подготовку каждые 6 месяцев. То есть тренировки, а потом сдача, подтверждение своих навыков. Вроде бы мы сейчас говорим о обычной стрельбе, да, где да, чего нужно там разминать-то, скажи удержание мне. там, длинного или короткоствольного оружия в руках. Прежде чем мы начинаем, вот я начинаю с ними тренироваться, мы делаем разминку. Мы разминаем кисти, локти, плечи, шею. Потому что, ну, тут есть определенные правила. Удержание короткоствольного оружия, оно требует там определенные правила, да, то есть у нас работают кисти, работают грудные мышцы для сдавливания, сжимания рамы, чтобы не прыгал ствол и так далее. То есть это выглядит, может быть, как бы даже смешно, но у меня вся эта группа, она начинает ходить на корточках,
Так, приседать, Сандро, отжимать. подожди. У нас передача о другом. Давай мы сделаем так, что вот при условии, что ты действительно являешься инструктором, вот, если Я вкратце, мы сейчас не подожди уходим в секундочку. подробности. Если зрителей заинтересует, пишите нам обязательно. Мы сможем сделать передачу по как раз-таки работе инструктора огневой подготовки в США. К собакам это никакого отношения не имеет, но А наша у нас передача передача называется называется, канал называется, да, о собаках и и не не только. только. И Да, не только. поэтому, Да, ну, ну вот что я хочу сказать, что даже такая вещь, такое занятие, как огневая подготовка, да, стрельба из там, длинноствольного, короткоствольного оружия, тоже требует вот того, о чем ты сейчас говорила. да. Также вот эти балансы, ну, они чуть другие, когда боец стоит на вот таком балансе, и ему нужно выполнить упражнение, вытащить оружие из кобуры, и, ну, к примеру, я сейчас говорю, и там попасть в мишень 10 раз. Вот на таком нестабильном грунте, да, но для этого есть баланс такого типа, вот как у тебя собака. Скажи, пожалуйста, а полицейские собаки, вот, полицейские своих собак из Мгм. К9 разминают перед... Да, конечно. И, ну, конечно, не все, но есть правила. Перед тем, как собака выходит на смену, ее надо разогреть. Она в основном находится сзади. Задний отсек машины – это специально оборудованная машина. И задний отсек, он оборудован, там сидит собака. И вот когда собака выходит на смену, да, я всегда, вот когда я занимался с ними, я очень постоянно настаивал на том, чтобы собаку размяли. Собака побегала, поиграла. Ну, не факт, что она будет в этот день работать, но тем не менее. Понятно, да. Ну, вот так. Ну, на сегодня тогда мы заканчиваем эту тему. А на сегодня мы заканчиваем нашу передачу. Да. Ну, Да. все, что мы хотели, мы сказали. Так что до новых встреч. Да, да, До друзья, свидания. всего хорошего. До встречи.